На северо-востоке Бразилии, в штате Мараньян, расположена одна из самых удивительных природных достопримечательностей мира – национальный парк Ленсойс-Мараньенсис. Этот заповедник отражает необычную симфонию пустынной поверхности и водной жизни. Бескрайние белоснежные песчаные дюны, между которыми в определенные месяцы появляются тысячи кристально чистых лагун с рыбой. В этом материале мы подробно рассмотрим формирование и функционирование Ленсойс Мараньенсис, его биологическую драматургию, культурно-социальный контекст и значение для науки и туризма. Мы попытаемся ответить на вопросы, почему здесь возникают лагуны, откуда берется рыба, куда исчезают озера в сухой сезон и какие люди живут в окружении этого необычного ландшафта. Ленсойс Мараньенсис занимает территорию около 1550 квадратных километров в северо-восточном краю Бразилии. Сам парк формировался веками, но статус защитной территории он получил в 1981 году, после чего превратился в одну из главных туристических и природоохранных точек страны. Этот ландшафт почти нельзя назвать обычной пустыней. Климат здесь демонстрирует значительную вариативность, где сезонные осадки и особая геологическая структура создают уникальные условия жизни. В результате парк стал известен не только как зрелищное место, но и как важная микроэкосистема, небольшой, но чрезвычайно активный полевой лабораторный комплекс, демонстрирующий принципы динамических природных циклов. Парк Ленсойс Мараньенсис стал частью глобального культурно-биологического ландшафта, который привлекает внимание ученых, художников и туристов. От съемок в кино до научных экспедиций, от фотохудожников до школьных экскурсий. В 2024 году регион получил статус «Объект всемирного наследия ЮНЕСКО», что подчеркивает его глобальное значение как места несомненного природного и культурного значения. Ключевая особенность Ленсойс Мараньенсис – сезонное образование лагун между дюнами. Этот феномен объясняется сочетанием трех факторов – уникального климата, строения почвы и динамики песчаных массивов. Осадки. За период с декабря по июнь регион принимает обильные дожди от 1200 до 1500 мм осадков в год. Это больше, чем в многих регионах, которые принято считать мокрыми широтами. В результате вода накапливается на поверхности дюн и в понижениях между ними. Непоглощаемые пески. Песчаные дюны Ленсойс Мараньенсис обладают крайне низкой проницаемостью и почти не впитывают влагу. В результате дождевые воды после ливней не уходят сквозь песок, а собираются в естественных лужах и депо, превращая пустыню в сеть временных водоемов. Геология между дюнами. Под дюнами залегают породы и слои, которые задерживают интервалы воды, препятствуя их беспрепятственному исчезновению. Это создает феномен паузы воды, которая сохраняется в лагунах на месяцы и даже дольше. Такие лагуны могут достигать значительных глубин, до нескольких метров, и принимать самые разные формы в зависимости от сезона и погодных условий. Периодически лагуны соединяются друг с другом или с реками через подземные каналы, что дополнительно усложняет и разнообразит водную карту парка. Это водная мозаика. Не просто красивая картинка. Она формирует уникальные экосистемы, где обитают рыбы и водные насекомые, а также встречаются редкие виды водной флоры и фауны. Взаимодействие между водой, песком и светом создает феноменально красивую песочно-водную музыку, которую ощущают не только зрение, но и слух, шепот волн, отблеск воды на солнце и звуки ветра, которые движут песком.
Одной из самых удивительных особенностей Lensois maranhensis является наличие рыбы в лагунах, которые существуют лишь в определенный сезон. Вопросы, откуда берется рыба в временных водоемах и как она там выживает, занимают умы исследователей и природы в целом. Существует несколько гипотез. Анабиотическое состояние икр и личинок. Предполагается, что в песке могут сохраняться яйца и личинки рыб в состоянии анабиоза до наступления сезона дождей. Когда лагуны наполняются водой, жизненный цикл восстанавливается, и рыба активно развивается и размножается. Перенос птицами. Один из наиболее распространенных сценариев. Птицы переносят икринки между водоемами с ближайших рек и озер. Икринки прикрепляются к лапам и перьям птиц и вместе с полетом переселяются в новые лагуны. Подземные каналы. Некоторые лагуны могут иметь соединение с реками через подземные водоносные пути. Рыба может мигрировать через эти каналы и заселять новые водоемы. Прямое заселение размножающимися особями. После первых дождей часть популяции попадает в лагуны через ряды естественных обходов водоносных систем. Чаще всего в лагунах встречаются тиляпии и сомы, виды, которые способны приспосабливаться к резким колебаниям воды и периодическим исчезновениям водоемов. Экосистема Lensois maranhensis демонстрирует удивительную устойчивость. Рыбы могут переживать сезон засухи, используя подводные резервуары и поворачивая рыболовство к выживанию в условиях стесняющих ресурсов. Сухой сезон в Lensois maranhensis длится примерно с июля по ноябрь. В этот период лагуны высыхают, вода испаряется, а озера исчезают. Но рыбе не обязательно погибать. Многие виды способны уйти в анабиоз, зарывшись в песок и дожидаясь дождей. Другие приспособлены к выживанию без воды в течение месяцев и возвращаются к жизни при первых каплях. Такой цикл – своеобразная биологическая адаптация к экстремальной среде. Вода становится не просто средой обитания, а временным ресурсом, срочной стратегией выживания. Глубже в песке иногда остаются кладовые влаги, которые позволяют биологическим видам просуществовать до начала нового дождя. Таким образом, Lensois maranhensis становится не только красивым ландшафтом, но и заповедной ареей жизни, где выживание зависит от тонкого баланса между влагой, песком и временем. Несмотря на суровые природные условия, рядом с парком обитают люди. В округе существуют небольшие населенные пункты, жители которыми занимаются рыболовством, скотоводством и сельским хозяйством. Но в сезон, когда лагуны образуются и озера достигают своей пиковости, поток туристов возрастает, и местное население активно вовлекается в инфраструктуру обслуживания посетителей. Гиды, перевозчики, продавцы сувениров и местной продукции, гостиницы на сельской основе – все это часть экономической ткани региона. Главным населенным пунктом близ парка является Барейриньяс, стартовая точка для большинства туров и экскурсий. В последние годы значительные усилия региональных властей и организаций направлены на развитие инфраструктуры, чтобы обеспечить устойчивый туризм без вреда уникальной экосистеме и местной культуре. Lensois maranhensis был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО в июле 2024 года, что отражает глобальное признание ценности этого уникального ландшафта как природного энциклопедического объекта. Парк не только очаровывает своей эстетикой, но и служит важной базой для исследований в области гидрологии, геологии, экологии, и климатологии. Его изучение помогает ученым лучше понять динамику водно-песчаных систем, феномены миграции лагун и адаптивные стратегии организмов к сменам среды. Социокультурная сторона района также заслуживает внимания.
Лагуны и дюны становятся частью местной идентичности, истории народов, их образа жизни. Экологический туризм здесь балансирует между экономическим преимуществом и сохранением природных ценностей, что требует внимательного взаимодействия с местными сообществами и природоохранными мерами. Для тех, кто планирует увидеть Lençóis Maranhenses в наилучшем свете, разумно ориентироваться на сезон дождей и времена, когда лагуны достигают своего пика. В большинстве туристических гайдов рекомендуют период с июня по сентябрь как оптимальный. Воды достаточно, дожди уже умерены, дни солнечные, воздух свежий, лагуны полны и безопасно купаться. В это время можно увидеть ярко-бирюзовые лагуны, плавать между дюнами и наслаждаться впечатляющим контрастом между белизной песка и лазурной водной поверхностью. Практические советы для гостей парка. Оденьтесь удобно и практично. Легкая одежда, головной убор, солнцезащитные средства, прочная обувь для прогулок по дюнам и по воде. Возьмите водонепроницаемые камеры и фотоаппараты с запасными батареями, лагуны меняются каждый день. Следите за погодой и движением ветра. Песок может подниматься в песчаные бурьки, что требует правильной защиты глаз и дыхательных путей. Соблюдайте местные правила поведения в природной среде, не ссорить, не ломать кораллы и растения, не нарушать хрупкие экосистемы лагун. Любители кино и фотографии найдут в Lençóis Maranhenses неисчерпаемое вдохновение. Ландшафт способен стать как пустынной сценой, так и фоном для документальных материалов и художественных проектов. В регионе снималось множество кадров и эпизодов, что подтверждает его визуальную и художественную ценность. Уникальность Lençóis Maranhenses делает его привлекательным пунктом для экологического туризма, образования и исследования. Развитие инфраструктуры должно идти параллельно с сохранением уникальности ландшафта. Туризм приносит средства в местные сообщества и поддерживает охрану природы, однако требует разумного регулирования, чтобы не повредить хрупким экосистемам лагун и дюнам. Важны участие местных жителей в управлении туризмом, контроль за посещаемостью, умелое распределение потоков и прозрачность финансовых механизмов. Lençóis Maranhenses представляет собой естественную полевую лабораторию с бесконечными возможностями для исследований. Ученые изучают здесь гидрологию, геологию, биологию, поведенческие аспекты животных и влияние сезонных изменений климата на экосистемы. Это место может стать площадкой для образовательных программ, в том числе для школ и вузов, где студенты получают возможность на практике увидеть принципы экосистемной динамики, как вода и песок создают пространство жизни, как рыба мигрирует через лагуны и как люди взаимодействуют с этим уникальным миром. Национальный парк Lençóis Maranhenses – это не просто туристическая жемчужина, не еще одно красивое место. Это живой организм, чья жизнь рефлексирует циклическими волнами воды, ветра и времени. Белоснежные дюны, временные лагуны и рыбы в их водоемах формируют уникальный ландшафт, который напоминает о великой гармонии природы и ее непрерывной способности удивлять и воспитывать в нас уважение к планете. Lençóis Maranhenses учит нас видеть мир не как набор объектов, а как целостную систему, где каждый элемент – песчинка, пузырек воды, рыба, человек – вносит свой вклад в общую картину жизни. Если вы ищете место, где можно одновременно почувствовать дыхание земли, полюбоваться невообразимым светом воды и песка, увидеть сцены, которых не увидишь нигде больше, тогда Lençóis Maranhenses ждет вас. Здесь природа пишет свою сказку с помощью воды и ветра, а человек становится читателем, слушателем и участником этой великой истории.